Приветик, мои хорошие! Наконец-то у меня новый видеоролик. Я очень по вам соскучилась, и я надеюсь, вы тоже. И сегодня я буду продолжать нашу новую рубрику. Мне кажется, что название «Правильная кухня» — это именно то описание, о чем я буду говорить с вами в этих видео. И сегодня у нас очень такая глобальная тема. Я думала, что я расскажу вам обо всем в одном ролике, но на самом деле информации настолько много, что, наверное, я разделю его на две части. В этом ролике я хочу вам рассказать о суперфудах, что это такое, самые его популярные представители, так ли это полезно, как многие об этом говорят, как это разрекламировано. Так что, если вам интересно, если вы в первую очередь следите за своим здоровьем и за своим питанием, я уверена, вам эта тема будет интересна. Суперфуды — это что-то среднее между обычной едой и лекарствами. Обычно производитель говорит нам, что вы оздоровитесь, вы получите шикарный иммунитет, вы похудеете. В общем, очень-очень-очень много обещаний, исцелений от разных болезней. Списки бывают такими внушительными иногда, что кажется, что это не продукт, а это какой-то божье зелье какое-то. Поэтому иногда, конечно же, закрадывается мысль, а на самом деле правда это или нет. В основном суперфуды — это какие-то семена, корни, листочки, какие-то водоросли, порошки, в общем, разные такие вот части растений, каких-то продуктов, может быть, даже, которые употребляют как в свежем виде, так и в порошковом, в виде соков или вытяжек, в общем, в разном виде. Почему-то в основном такие суперфуды произрастают где-то очень-очень далеко, где-то в каких-то вершинах гор, которые очень трудно достать, и всегда эта история очень-очень интересно выглядит, и действительно тогда понимаешь, почему же это так дорого стоит. По своему химическому составу такие суперфуды похожи очень на обыкновенные продукты. Высокая концентрация белка, микроэлементы, различные витамины, антиоксиданты. В общем, очень-очень много всего полезного при минимум калорий, что всем и нравится. Если так вспомнить, то лет 10 назад никто из нас вообще не слышал о никаких ягодах годжи, зеленом кофе, еще чем-то. Для нас это казалось вообще чем-то недосягаемым. И совсем недавно маркетологи поняли, что существует такая волшебная палочка, как органический продукт. Это было просто гениально. И, к сожалению, сейчас этикетка «органический продукт» может украшать любую упаковку, и худеющие девушки с мыслью о том, что это мне поможет похудеть, скупают все, что видят. Давайте в этом видео я расскажу вам о самых популярных суперфудах, которые видели, наверное, все девушки, все люди в интернете, в рекламе телевизора, то есть самые популярные суперфуды, которые у всех у нас на слуху. И так ли это полезно, так ли это помогает вашему здоровью и даже, может быть, похудению. Как вы думаете, о каком суперфуде я расскажу в первую очередь? Конечно же, это будут ягоды годжи. Эти ягоды, наверное, килограммами, тоннами скупают те девушки, которые желают похудеть и которые думают, что именно эти ягоды помогают для похудения. Их, наверное, рекламировали все звезды, кому только не лень. Даже мне предлагалось рекламировать эти ягоды с целью похудения. Я, когда была в Таиланде, я специально купила эти ягоды просто для интереса, чтобы попробовать. Кстати, в Таиланде почему-то их очень-очень много в продаже. И на самом деле это обыкновенные ягоды, как и любые другие. Да, конечно же, в таких ягодах, да и в принципе, как и в любых других ягодах, фруктах и так далее, существуют различные витамины и полезные свойства. Просто они здесь очень сильно преувеличены для того, чтобы было приятнее смотреть на это покупателю, и не более того. К примеру, в одной столовой ложке таких вот ягод присутствует около 30% суточной нормы витамина А. Также там очень сконцентрирован витамин С, незаменимые полисахариды и аминокислоты. Все это есть в этих ягодах, но если рассмотреть другие ягоды, в этих ягодах тоже что-то полезное присутствует. И следующий на очереди у нас семена чиа, как ни странно, тоже полезны при похудении. Если кто из вас помнит, то в Таиланде я тоже покупала себе семена базилика, и по свойствам с чиа они очень похожи, потому что когда они попадают в воду, они набухают и становятся похожи на какие-то маленькие-маленькие яички, и их очень часто используют в каких-то десертах, в салатах. Они не имеют как такового вкуса,
но как-то интересно украшают ваш десерт, как-то необычно смотрится. Конечно же, в этих семенах чиа тоже существует очень много полезных веществ, к примеру, как незаменимые жирные кислоты, которые в такой концентрации нигде больше не встречаются. Это, конечно же, большой плюс. Конечно же, с такими семенами существует очень много разных рецептов, и если у вас есть лишняя копеечка, конечно же, вы можете их приобрести и попробовать хотя бы разнообразить свои завтраки, салаты или же какие-то десерты. Дальше я расскажу вам о популярной микроводоросли сине-зеленого цвета спирулина. Такое вот интересное название и такой вот интересный полезный суперфуд, который совсем недавно стал очень-очень популярным. Дело в том, что в этой микроводоросли совсем недавно нашли такой интересный элемент, как B12. Это протеин, высококачественный протеин, который очень-очень сконцентрирован в этой микроводоросли. И, кстати говоря, именно этого элемента B12 недостает обычно вегетарианцам, веганам, которые отказываются от мяса. И именно он им стал очень-очень полезным. Поэтому, как только узнали, что в этом в суперфуде находится очень-очень много белка высококачественного, то, конечно же, такая спирулина очень быстро начала скупаться, как горячие пирожки. Сейчас, кстати, именно спирулина является самым быстро продаваемым суперфудом, и я думаю, нет проблемы его найти в каких-то магазинах наподобие iHerb. Если из вас уже кто-то пробовал, то обязательно напишите в комментариях ваши впечатления. Следующий суперфуд – это какао-бобы. Это изначальное сырье, из которого делаются все известные нам шоколадки. Но в отличие от производственных аналогов, которые содержат жир, молоко и сахар, конечно же, в этих какао-бобах вы получите только хорошее настроение без неприятных последствий. Кроме того, в них содержится железо и магний и в 20 раз больше антиоксидантов по сравнению с зеленым кофе. Тоже очень популярным таким суперфудом, поэтому если вы сравниваете, то, конечно же, какао-бобы будут гораздо эффективнее. У меня есть такая упаковочка какао-бобов, она у меня вот здесь, кстати, находится, мне ее подарила подписчица на встрече, и мне было тоже очень интересно попробовать такие бобы. Если даже почитать упаковку по содержанию, здесь находится у нас 12 грамм белка, 52 грамма жира и 9 углеводов всего лишь. И, конечно же, на 100 грамм здесь у нас идет 289 калорий. Но, опять же, все полезно только в меру, и я бы советовала вам употреблять такие вот бобы или же утром, или же перед вашей тренировкой, если, конечно же, она не вечерняя, то есть, чтобы взбодриться и набраться сил. Так, ну и, наверное, последнее, о чем я вам расскажу, один из самых популярных суперфудов, это кокосовая вода. Я познакомилась с кокосовой водой, когда я была на мероприятии от Puma, и после нашей тренировки убийственной, если вы их видели, вы помните это, нам давали попить кокосовую водичку. И чем же она так полезна? Вообще кокосовую воду называют природным спортивным напитком. И если сравнивать кокосовую воду и кокосовое молоко, это совершенно разные вещи, потому что кокосовая вода находится в молодых кокосовых орехах, а кокосовое молоко находится уже в более зрелых орехах, и оно богато именно жирами. В последнее время кокосовая вода является просто незаменимым помощником любого спортсмена, и вообще она обладает целым букетом полезных свойств, начиная от акне, заканчивая похмельем. Я не знаю, как это связано со спортом похмелья, но видимо, действительно она помогает. В одном кокосе содержится больше калия, чем в одном банане. Не намного, конечно, но все же. И совсем недавно ученые доказали, что в одном стакане кокосовой воды содержится около 2-3 чайных ложек сахара и не больше 50 калорий. Это, конечно же, хорошо в том случае, если вы пьете такую кокосовую воду после тренировки, чтобы именно это было источником ваших углеводов. Ну что, ребят, вот, наверное, самые популярные суперфуды, о которых я хотела вам рассказать, которые именно рекламируются, о которых многие меня спрашивали. Я хотела рассказать именно свое мнение о них. При покупке любого продукта вы должны думать больше своей головой, а не читать какие-то горящие такие огромные надписи «похудеть за неделю» и так далее. Все это сделано для того, чтобы вы купили, не задумываясь, и скорее это просто употребляли у себя в рационе и потом возвращались в магазин за очередной порцией. Не более того, в любом продукте содержатся полезные вещества. Где-то больше, где-то меньше. Но никакой продукт, именно продукт один, не поможет вам никогда похудеть. Тут уже все зависит от вашего рациона в течение вашего дня. И насколько у вас рассчитан ваш калораж, то есть ли какой-то дефицит калорий и занимаетесь ли вы спортом. Только на это нужно смотреть. Да, это сложно, это тяжело, это нужно себя заставить.
Но никакие ягоды, никакие семена бобы волшебные и так далее вам не помогут в этом. Это всего лишь пищевая добавка. Поэтому, когда люди говорят суперфуд, я слышу пищевая добавка. Это что касается и вот этих добавок, и спортивного питания. Всегда думайте перед покупкой любого продукта, а я надеюсь, вы ждете вторую часть с моими суперфудами. Ставьте лайк, если это так. Пишите ваши комментарии, что вы недавно попробовали из полезненькой еды. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!